Вот, а сейчас я отправляюсь вот тут совсем недалеко, буквально тут на тест-драйв Сузуки. Не знаю, получится у меня или нет. Сейчас приедем. Я вчера уже поговорил с шефом. Он говорит, да, мотоцикл совсем новый, приезжай, ну главное как погода. Но погода, я знал, что погоды не будет. Ну хотя бы не льет дождь, это уже хорошо. Вот, и сейчас вот я еду на своей Атике. Просто, я не знаю, мне трудно представить мотоцикл более лучший. Я всегда говорил, что единственный минус у Африки, это, конечно, ее вес. Вот, с весом приходится часто бороться, особенно вот на бездорожье. Если еще с багажом, то это просто капец. Вот, но все-таки она просто красавица. Вот, взбудоражил я тут сам себя этими мыслями, блин. Вечно вот. Ну, именно такая погода и наводит на такие мысли. По-другому никак не получается. Как-то довольно сложно радоваться тому, когда вокруг такое. Елки-палки. Здесь меня сфотографировали как раз. Уже штраф прислали 30 евро. Причем я радар видел, он здесь стоял. Вот здесь буквально. Такой переносной. Здесь зона 30, вот до этого знака получается. Вот, а мы оттуда ехали как раз после тест-драйва этого Туарека и ля-ля-ля-ля-ля, бух, готов. А ничего, ладно. 8 километров в час всего. Так, ну посмотрим сейчас, получится у нас что-то или нет. Так, у него тут катализатор здесь получается. Так, ё-моё, абсолютно новый мотоцикл. Ну-ка. Как мягко работает, ё-моё. Ё-моё, нифига. Движок совсем другой, а. Включается тоже очень мягко. Так, ну, поехали. Тормоза, good. Сразу могу сказать, очень приятное ощущение от коробки, от двигателя. Очень мягкое переключение, прям такое нежное, цак. Но сцепление-то прям хватает, чуть только сдвинул. Да, вот это. Места мало для сапог. Ручка не опустилась до конца, я третью не мог включить. Ё-моё. Так, ну, конечно, понятно, что тут ветрозащита тут никакая. Чисто вот только немножко до груди защищает, дальше нет. Ё-моё. Ребята, классный мотор. Честно говорю, классный двигатель вообще. Трансальп такого впечатления не произвел вообще не. Даже близко. Я ожидал вот как раз какого-то такого мотора от Honda, что поехал, как хорошо он едет. Записывай. Записывай. 5-я. Ну вот. 6-я, да? Вот, грубо говоря, сейчас я еду там
в районе 3000. Вот газу даю. Да, он дрожит так, но вытягивает моментально. Моментально вытягивает. О! Хорошо едет, ребята, хорошо. На, приятно, приятно. Ё-моё, классный мотик, мне уже нравится. Мне нравится чисто вот по мотору и как он едет. Вот это я могу сейчас сразу однозначно сказать. Так, тормоза, я же забыл. Тормоза надо проверить. Очень прогнозируемые тормоза. Ровненько, так работает мягенько. Блин, ну лучше Африки тянет, честное слово. Да. Я что-то думаю, не поторопились ли мы с Туарегом, а? Надо было на Сузуки поездить. Ёлки-палки, а? Блин, он хорошо как везет, а? Я обгонять стесняюсь, потому что, во-первых, я не знаю район этот, а во-вторых, как бы пятое, да, вибрации вообще нету. Я что-то слышал, вроде у него как два уравновешивающих вала стоит в двигателе. Я еще думаю, ну, заморочились они с двумя валами. Но это 5000, ты чувствуешь, что просто на ручках вот такая, знаете, просто ты чувствуешь, что двигатель работает. 4-я, 5-я, 6-я. Ну, конечно, чувствуется немножко ему не очень приятно, но он спокойно сразу выезжает на нужные обороты, вот даже на 6-й. Вот такой должен был мотор быть у Хонды. Вот такой. Ну, я вот говорю свои ощущения. Мне уже в комментариях написали, что ты там пыкаешь, мыкаешь, бухтишь, что-то. Никакой конкретики. Тут, ну, постараюсь, чтобы как-то это сконвентировать свои эмоции в слова. Ёлки. Так, ну ладно, включу 5-ю, посмотрим. Сейчас на обгон пойдем. Вот. Хорошо идет. Хорошо, для 800-ки вообще, блин. Стоит хорошо. Мне сказали, там резина она новая совсем. Аккуратнее на поворотиках. Да, ну ветер, ну это ладно, это полбеды. Стекло там вроде как тоже у него регулируется, я знаю. Тормоза, не, отличные тормоза. У меня сейчас вот АБС сразу заработало. На Туареге у меня тоже АБС срабатывает задняя, потому что я привык давить на тормоза. На Африке они как бы нужно усилие. И по привычке сейчас, по инерции я также давлю на ручку и хоп, и АБС сразу срабатывает. То есть усилия здесь, вот я сейчас передний даже задрожал рычаг. Сапог не влазит между лавкой переключения и подножкой. Так, дальше посадка. Ну, по посадке могу сказать, что колени так немножко поджаты, ты сидишь не очень ровно, да? Сразу вот копчиком упираешься вот в эту сиденье в заднее, или там кто она там, перепад вот этот. Вот, ну а так удобно. То есть вот такая вот посадочка, знаете, готов на все. Не, хорошо выстреливает, хорошо. Ну, только ветер, конечно, да, защиты вообще никакой. Вот, я газу даю, пошел.
И он мне поставил, по-моему, я, правда, тут не знаю, вот 3. Наверное, это самая низкая ступень мощности. Он просил, чтобы сильно я там не отвинчивал, потому что совсем новый мотоцикл. Судя по всему, я опять первый на вождении. Так, ну развернемся сейчас. Вообще, честно говоря, я вот этот вот сейчас тест-драйв, да, который я сейчас делаю, это чисто даже не столько из-за любопытства, я не рассматриваю для покупки там или что-то, а ну просто новый мотоцикл, ну протестирую. Я вообще лучше бы на Moto Guzzi бы протестировал. Но опять же, мне это нафиг не надо. Я доволен Африкой своей. Единственный ее минус — это вот как раз ее вес. Вот. Здесь я с весом не знаю, я особо характеристики не смотрел. Но мы сейчас там тормознем на нашей полянке и посмотрим еще его внимательно. Сейчас я, наверное, отключу. Боюсь, чтобы у меня камера не зависла. Вот я олень. Тут же это квикшифтер стоит. Я сейчас вниз глянул, какие-то проводки. Думаю, это на лапку-то. Думаю, а ну-ка попробую. Вот сейчас, смотрите, вот видите? А, ну, наверное, не видно в камеру. Вот 5-я. Вот газ не сбрасывает. 4-я, 5-я, 6-я. Без сцепления. Четко, четко, ребята. Двигатель то, что надо. Прям чувствуется бодрый мотоцикл. Бодрый, тянет. Снизу коробка очень такая мягенькая. Нету, знаете, тянет вообще хорошо. Тормоза. Вот сразу АБС чувствуется, работает. Я все привык сцепления, не могу этот квикшифтер. И газ сбрасывает. Даже это. А, старый пень, блин. Короче, друзья, ну вот я думаю, вы уже поняли по моим эмоциям относительно Трансальпа. Короче, вот это должен был быть Трансальп. А Трансальп никакой. Ну, мне так показался. Он какой-то никакой. То есть он вот это сразу завел себя мотором, да, мотором и вот этим как-то такой мягкостью переключения, тягой, и все. И на остальные какие-то недостатки ты уже меньше обращаешь внимание. Я не знаю, там, может, он Трансальп и рулится примерно так же. Но задний тормоз фигня полная на Трансальпе. Вот, ну, не то, что фигня, а то, что усилие вот это, понимаете, то есть, как-то ты должен равномерно наперед нажимать и назад одновременно, то есть, не должно у тебя, ты ногой сильно давишь, а рукой чуть-чуть прижимаешь, это неверно, должно быть как-то равномерно все. Здесь вот этот баланс есть, плюс он тянет очень хорошо, и вот этих нет вибраций вот таких, знаете, как вот на Трансальпе был, он так мотор как-то на низких оборотах, как бы здесь вот что-то как бы ты слышишь, но нет, вот, он так чуть-чуть дрожит и сразу выходит на обороты, когда он хорошо тянет. Хорошо едет, сидишь нормально. Понятно, что ты особо на нем не перемещаешься, сидишь в котловине седла, плотненько так, коленки вот поджаты, ноги так чуть-чуть поджаты, вот это углы немножко, самое, конечно, побольше. Вот, я думаю, что если совсем далеко ехать, может быть, не так свободно на нем, да. Ну, с небольшими остановками, если почаще останавливаться, по-моему, можно лупасить на нем нормально так. А ну-ка я сейчас с первой на вторую без сцепления. Прикольно. Прикольная фигня.
Да. Неплохая штуковина. Ну, я в своей молодости, мы тоже так ездили. Сцепление трос порвался, толкнул его, запрыгнул и поехал. И потом щелкаешь, спокойненько газ чуть бросил, на нужных оборотах, так, переключаешь, даже точно так же, как с этим. Точно так же. Вот, единственное, тут, конечно, на любых оборотах ты можешь переключить. Это да. Так, ну вот, если ровно, вот я сяду, да, вот я спину выправил, не сгорбатился. О, нифига он стоит. Ё-моё, он нифига не хочет наклоняться. То есть он как бы... Вот, но если на руль, вот я чуть-чуть на руль давлю, оп, он, блин, сразу это заваливается. То есть как-то им надо управлять, наверное, чуть по-другому. Не как старые пенсионеры. Вот. Да, молодежный мотоцикл. Для молодежи. Так, ну-ка мы сейчас посмотрим. Оп, нейтралочка. Кстати, мы вчера на Туареге посмотрели, там у него нейтралка ловится очень проблематично. То есть на ходу она, видать, хорошо, а на месте в гараже попробовали, она так прям с третьего раза. Ёлки-палки, а. Подножка-то какая. Еще страшнее, чем на Трансальпе. Ё-моё, что это такое? Какая-то... Так, ну давайте посмотрим, да, на него внимательно. Это что, подрамник? Да, это подрамник. Вот она отсюда идет, сюда. Вот такой подрамничек. Тут что, сцепление получается, да? Стартер. Так, что еще тут? Это тут неплохо сделано все. Красиво. Маятничек алюминиевый. «21-е колесо же, да? 21-е. А сзади 17. Ну, намек на такой. Ну, вот здесь тоже подножки можно выкинуть нафиг, да? Допустим. Ну, это так. Это, конечно, ерунда. Тут что? Тут хоть как-то, видите, замаскировано все хорошо. Вот это... Вот. Это тут можно даже просверлить, съемную сделать. Все аккуратненько спрятано. Конечно, мне не нравится вот это все тут поналеплено так. Как-то углы какие-то, линии, отливы. Но это дело вкуса. А так неплохо. Вот радиатор прям такой. 2 цилиндра, рядная двойка, да, у него. Я не готовился, друзья, потому что мне нафиг он не нужен, этот мотоцикл. Это я чисто для вас, для контента, так сказать. Что, пластик? Ё-моё, пластик. Ну окей, это, в принципе, как бы... Ну, в любом случае, вот в этом исполнении даже... Да можно ехать на нем хоть куда, ё-моё. Ну, шкребанешься там чуть-чуть. Может, там подлетает. Не критично. Краска обгорает. С глушителя пахнет прям так. Да, сиденье вот тут широкое. Ну, это понятно, под его стиль. Что тут еще? Все такое маленькое. 105 градусов. Что тут? Ну, короче,
Вот 27 километров я уже проехал, да? Ну, вот сцепление, ну-ка, если я сейчас... Нет, оно, видать, не центробежное, но оно вот сразу, я вот только чуть, оно... О! Нифига, фигачит он, блин, здорово, ё-моё. На, Туарек его не догонит ни за что. Хороший мотор, хороший. Окей, он после 5000 уже, по-моему, особо-то не прет нифига, но до 5 валит он просто здорово. Вот 5. Так, тормоз, ну-ка вот. Не, хорошо, тормоза хорошо. Сейчас 2 АБС сработало, перед и зад. Блин, не улететь бы на новом мотоцикле куда-нибудь, на радостях-то. Вот я сейчас... На! Прет, ребята, здорово! Мотор 5, тормоза 4,7. Я просто не знаю, возможно, лучше есть, но очень хорошо работают. Вот. Всякие вот эти ништяки, это сами смотрите. А так управляется, ну, управляется хорошо. Короче, мотор шикарно едет, хорошо, все. Я не знаю, можно ли на нем как-то выезжать на бездорожье и валить, но я думаю, тем, кто смотрит в сторону Трансальпа, ребята, проедьте на нем. И Трансальп просто бледнеет. Просто бледнеет, он такой бледненький становится. И как бы, я думал, то у него там стучит, я думал, что-то в моторе стучало. Так, ну что, все? Да, вот сейчас я сразу задний тормоз жму, нифига он не прожимается. Причем у меня оригинальные колодки стоят, я не экономлю на таких вещах. Я что-то это, правда, не посмотрел, как он клюет. По-моему, что-то он особо и не клюет, по-моему. Я даже не заметил этого. Вот, ну это такой, как вам сказать, не знаю даже с чем Африку сравнить по сравнению. Это такой 50-летний такой бывший спортсмен. Уже все, ушел из профессионального спорта. Сила еще есть, тестостерон уже как бы на исходе. Вот, вот это примерно Африка. Вот, по сравнению. И такой молодой, такой азартный. Вот, может, еще совсем неопытный. Вот, но чувствуется вот эта юная сила в мускулах. Это вот на Вестроме, да, Фауштром. По-немецки Вестром, как он правильно-то. Вот, произвел хорошее очень впечатление, очень хорошее. Вот, это совсем не мой мотоцикл. Я как бы, это, ну, не моего класса. Мне надо вот за ветрозащитой, чтобы я сидел, чтобы высоко сидел, далеко глядел. Ноги почти прямые в коленях. Вот. Чтобы он так вальяжно ехал, не нервировал меня так, чтобы не мешал, как говорится, думать. Вот, а получается Вестром, он такой
провоцирует на быструю езду, хорошо очень тянет с низов. И вот, ну, до 5000 я его не стал там дальше как бы крутить, но чувствуется, что вот до 5 он просто рвет, там потом немножко так уже, видать, ровно идет. Вот, или момент у него, возможно, падает уже. Вот, но вот на низах, на средних оборотах очень хорошо. И у него нету вот этого такого какого-то, знаете, чувствуется, что ему это слишком низкие обороты, там на 6-й, там 60-70 едешь, даешь газу, чувствуется, что ему это мало, как бы, но он очень так переваривает это все, выносит, вытягивает, знаете, там, как глубоко присел, но все равно встал с весом. Вот так. Не ноет, не хнычет. Вот, вообще, на самом деле, как бы, Сузуки, ну, у Сузуки особенно, вот, я-то был в юности, когда я был юн, это были 80-е, конец 80-х, начало 90-х, тогда как раз пик вот этого ДВС и производства мотоциклов приходился, и Сузуки там очень сильно проигрывал. Есть у них, у Сузуки, конечно, модели такие интересные, там, Катана, вот, есть там, я не знаю, DR, вот этот 800 Big, да, но он технически-то, может, он и не особо-то, но просто такой яркий, красивый мотоцикл. Вот, а так, конечно, Сузуки сильно проигрывала. Особенно Хонде, это вообще как бы рядом. Рядом они не равнялись. А сейчас, вот, и поэтому я... Вот, кстати, вот сейчас в поворот. Африка хорошо, она хорошо стоит вообще, Африка. Так ее наклоняешь, она... Вот, и единственное, вот я говорю, вес, да. Потому что надо не забывать вес. А так, дальше ее наклоняешь, вот она ложится свободно. Да, вот надо... И то я бы не сказал, что она прям это... Найн! Там чувствуется момент такой... Ну, мне вот этого достаточно. Мне не надо больше вообще, честно говорю. Вот я еду, с одной рукой не болтает, почти не дует нигде. Так, по плечам вот чуть-чуть вот здесь. Шелестит. Мотор где-то там на выхлопе я слышу. Все работает, все под контролем. Ё-моё, можно сейчас вот сидеть, книжку какую-нибудь писать и ехать километров 700, не останавливаясь. Понимаете? Назад отвалился. Вот, круиза не хватает. Но у меня есть свой круиз. Вот, поэтому иначе совсем как бы это потеряешь реальность. А так вообще я вам скажу, да, я уже говорил, что, ну, на мой взгляд, чисто такой эмоциональный, V-Strom гораздо, нет, V-Strom лучше Трансальпа, друзья, лучше Трансальпа. Если на нем поработать с ветрозащитой, да, то очень даже это будет неплохой мотоцикл. И вы знаете, я вот сейчас еду, да, погода та же самая, но настроение уже немножко другое. Все-таки он смог это, знаете, вот эту шелуху всю, блин, политическую, будь она неладна, немного сдуть. Вот. Лучше я не буду про нее вспоминать. У нас в любом случае есть единственный способ бороться против этого всего, против этого, блин, беззакония. Это самим исполнять духовный закон и самим быть нравственными людьми, а не учить других. Люди всегда учат других жизни, ё-моё. Всю свою историю учат других. То тому, то другому. А сами, блин... Эх, Федор Михайлович, ё-моё. Я тут совсем недавно эту фразу его раз 5 перечитывал. Там, ну, в одной повесть называется «Кроткая».
просто потрясающе, аж ком в горле стоит. И он так, там один герой рассказывал, когда его вот так по жизни, жизнь покатилась под откос, и он говорит о том, что да, в моей жизни было много позора и падения, но это не было нравственным падением, потому что я сам первый ненавидел это все. Понимаете, это было нравственное падение моего ума и воли. Обстоятельства такие были. Но он тогда был все-таки нравственным человеком и ненавидел это, и презирал это все. Вот. И как только у него появилась возможность, он встал на ноги. Вот это важно, вот это важно. А мы, знаете, придумываем себе словечки, закрываемся за ними, и все. И дело все сделано. Блин. Ну да ладно, не хочется на этой ноте заканчивать. Блин, что-то она не прет нифига у меня, Африка. 5-я передача вот почти полный. Ё-моё, что за фигня? Что-то не прет, а? Примерно чуть-чуть лучше Туарека она прет. По-моему, вот это Вестром 800, он ее сделает. Но я не расстраиваюсь. Нафиг мне это не надо. Будем жить не тужить, да, Атика? У нас еще предстоит путешествие. В этом году вообще планы такие, елки-палки. Понапланировал так, что и не знаю. Вот, ну все идет пока, слава богу, все идет очень так неплохо. Я думаю, что вот все так и будет идти. Вот, Бог даст, и у нас все получится. Получится то, что действительно нам нужно. То, что действительно важно и нужно, то и получится. А все ненужное, оно отвалится. Так, ну вот и все. Я вам все рассказал, что мог. Большего от меня не требуйте. Вот, смотрите, делайте выводы, пробуйте сами и не верьте никаким обзорщикам, блин. Все это, короче, все это пропаганда. Вот, и поэтому пробуйте сами и подбирайте мотоцикл для себя. Не читайте. Ну, характеристики, конечно, нужны, чисто так. Я вот абсолютно не знаю ничего про этот Вестром. Что у него, какой ход подвесок. Вот, но и переда хватало, и в зад не било. И дорогу хорошо держит, и тормоза прекрасные, и двигатель чудесный. Так что вот так вот, друзья. Все, давайте, пока. Скоро увидимся.